Если посмотреть на карту, где находится Гавайи, то вокруг меня просто тысячи километров воды в разную сторону. И если что-то случится на большой земле, считайте, что я застрял здесь, в этом раю. Но я бы с был не против застрять в этом раю, потому что здесь безумно красиво. Погнали, покажу в этом видео, как выглядят Гавайи. Алоха! Мы находимся с вами на самом прыщике посередине Тихого океана. Вокруг меня просто тысячи километров воды. Никогда не думал, что побываю на Гавайях. Половина туристов на Вайкики и Гонолулу — это, конечно же, японцы. Потому что им относительно недалеко до сюда лететь. Для них это любимое место, и даже все таблички в отелях, в кафе, ресторанах продублированы на японском языке. Обратите внимание, высота кнопки для нажатия перехода. Она просто мне буквально по колен. У японцев же денег много. Некуда тратить. Все для богатых туристов из Японии. Вся линия променада только из бутиков. Сразу видно, где ходят туристы с деньгами. Ну а я со своим небольшим бюджетом на путешествие на Гавайи выбирал очень тщательно и пристально отель. И мне кажется, что я не ошибся. Если верить опросам и рассылкам нашего отеля, то у нас в отеле лучше койки. И узнаем, насколько он лучше или нет. Нам дали бесплатно по 2 коктейля. Один мы уже в себя всадили пиноколаду. Еще здесь можно взять бесплатно полотенца, пляжные кресла, какую-то доску для купания. А Гавайи такие, знаете, не дешевые. Этот номер стоит 1900 за 11 дней. За моей спиной вы можете видеть самый главный пляж Гонолулу — Вайкики. Этот пляж принимает в год более 5 миллионов туристов. И это считается меккой серфинга, что, собственно говоря, и видно по людям, которые серфят сейчас на закате. Вон там вот вдалеке самые отчаянные, которые ждут ту самую свою волну. Раньше пляж считался королевским, и здесь могли паться и загорать только королевские особы. Ну а теперь его отдали людям, и люди с удовольствием им пользуются. Вы только посмотрите, какое большое количество людей собралось для того, чтобы посмотреть красивейший закат в Тихий океан. Ни одна камера вообще не передаст, что вы видите глазами. Солнце уходит в океан, город замедляется вместе с ним, а мы идем туда, где Гавайи остаются на вкус. Пробовать чисто гавайское блюдо. Не попробовать настоящий гавайский поки, я считаю, это преступление. Поэтому преступление сейчас будем исправлять. Ресторан Redfish. Лучший поки на Гавайях, как они сами утверждают. Сейчас затестируем. Цена поки, кстати, где-то здесь выходит в среднем 20-25 баксов, если вы берете какие-то долги. Так, друзья, ну нам принесли, смотрите, какая она красивая, сексуальная. Смотрите, как я собрал. Была у меня подруга, вот она говорит, что она была на Гавайях дважды и ни разу не ела вкусный поки. Я ей соболезную. Вот с первого раза и сразу прям, вот правда, лучше поки. Я не знаю, как можно здесь не найти вкусные поки. Из-за того, что здесь морепродукты, все вон там с океана. Я не понимаю. Хотите зарабатывать по $30 за полчаса? Приезжайте в Америку, на Гавайи, и вам будут давать по 30 баксов на чай. За моей спиной типичная гавайская парковка. И здесь паркуют, да, серфы. Целая улица запаркована серфами. Good morning, друзья! Сегодня мы отправляемся на пляж, где точно будет очень много черепах. Как называется пляж, на котором мы едем? Ваймэй, по-моему, как-то так. Ваймэй. Погнали. Грузимся. Как ты скажешь Лос-Анджелес? Лос-Анджелес. А я по-другому, и большинство говорит Лос-Анджелес. 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 Дальше идем. Как вы будете говорить Лас-Вегас? Лас-Вегас. Вегас. Лас-Вегас. Лас-Вегас. А мы едем на Ваймея-Бэй, на север берега Оаху. Дорога туда как отдельное путешествие. Зеленые холмы, серпантины и бесконечные ананасовые плантации вдоль. Гавайи начинаются задолго до океана. Добро пожаловать на Ваймея-Бэй. Это пляж, где происходит серфинг мирового уровня. Здесь волны достигают 10-15 метров, но только зимой. Летом здесь спокойная бухта, в отличие от зимы. Летом океан почти как бассейн. Вода прозрачная, и можно плавать и нырять с маской.
Ваймая Бэй – место, где под водой можно встретить тунца, гигантских черепах, дельфинов и морских котиков. Отличное место для снорклинга, и только помните, что не нужно заплывать далеко. На этом пляже есть большой камень вулканического происхождения, откуда туристы и местные прыгают в воду. Это популярное место для получения адреналина. И что, и как прыжок? Это страшно, пиздец. Я то ли постарел, то ли что, мне страшно, да. Это пересилить надо. Ну ты уже сделал, все уже. Пляж Ваймая Бэй считается священным местом. Раньше здесь жили жрецы, и это место считается у местных местом силы. Говорят, что в этой кристально чистой воде можно часто встретить черепах и стаю дельфинов. Ну вот, везде люди одинаковые. Даже в этом святом месте насрали каким-то диском. Почему люди такие свиньи? Гадят там, где живут. Как и все американские пляжи, они все оборудованы и туалетами, и мойками для ног. Все очень удобно. В этом прелесть Америки, что все туристические места приспособлены для того, чтобы вы могли их посещать с удобством и комфортом. Рядом с этим пляжем есть небольшой хайк на 2 мили к водопаду. Если погодные условия позволяют, а мне кажется, нам сегодня позволяют погодные условия, мы еще сегодня покупаемся в водопаде. Блин, просто сбывается мечта за мечтой. Сказал бы, что это лучший отпуск? Да. До этого был лучше в Таиланде. Теперь Гавайи. Все жестко с парковкой. Как только подходишь к машине, все начинают спрашивать, уезжаешь ты или нет. И вон там сейчас ребята, женщины не смогли разъехаться, помяли 2 свои машины. Приезжать сюда, конечно, лучше с утра, чтобы не стоять вот так вот в очереди на парковке. Мы приехали к 10, и то пришлось 10 минут покрутиться для того, чтобы найти свое парковочное место. Имейте в виду. Ну, пляж очень крутой. Прям рекомендацион. Ребята купались, говорят, что видели черепаху. Я пока еще нет. Сейчас ходим на хайк. И я перед отъездом сделаю финальный заплыв, поснорклить в надежде найти черепаху либо дельфинов. Главное не акулу, потому что я начитался про акул, какие здесь виды акул бывают. Есть такая акула, акулки-каттер. Она просто выгрызает у вас кусок мяса. И вот с такой, конечно, вообще не хотел бы встретиться. Хотя она на самом деле очень маленького размера, всего лишь там до 50 сантиметров. Но если с этой дрянью встретиться, мало не покажется. Целый, да, давай вскрывать, будем пить. А, он уже все, до тебя выпили его. Даже жук лазит. В этом парке снимали знаменитые сериалы Lost и фильм Hunger Games, Голодные игры. Здесь более 5000 различной флоры. И половина из этой флоры, эндемики, есть только на Гавайях и больше нигде. Так, мы в визитор-центре. Купаться сегодня, к сожалению, нельзя будет, но мы все равно увидим кучу красивых растений. Мы застряли на входе в парк просто на баре. Невозможно наслаждаться этой красотой, если у вас нету голубых Гавайи. Зря взяли коктейли, пошла буквально минута и просто зарядил дождь. Хорошее место, чтобы переждать. Здесь, кстати, можно еще купить бургеры за $14. Нормальная цена. Приятный визитор-центр. Ваня! Хватит бухать! В каждой компании вот есть такой человек. И что ты делал? Подошел и сказал, дорогая, excuse me, I'm fatter than everybody, I need more, because everybody is drunk except me. Он такая, here you go, honey. Очень дорогой вход в парк. Вот на коктейли деньги не жалко, а на вход в парк деньги жалко. Типа $25. Очень дорого. Вот за коктейль отдать только что, типа, за 2 коктейля 30, ну, как бы нормально. А вот за вход в парк, ботанический сад, ну, как бы дорого, понимаете? Ну, мне кажется, так везде. Ребят, ну, такое вижу впервые. Я не знаю, что это, но мне кажется, что это точно эндемик. Это называется elephant ear. Вау, очень красивый парк. Я сейчас гуляю по нему, понимаю, что $25, наверное, все-таки того стоит. Жалко, что сегодня закрыт водопад, и в конце нельзя будет искупаться. Мне казалось, что типа, это было бы очень хорошим таким бонусом, когда ты пришел еще в конце, ставший потной, прыгаешь в холодную воду. Да. Да, на запах это блевотина. Это не блевотина, у меня ассоциация мыла концентрированная.
Я бы не сказал, что блевотина. Ну вот написано было в Google Lens, что на вкус и на запах как блевотина, такой кислый. Да, если ее взять вот так, я просто боюсь, я не знаю, ядовитая или нет. Она мылкая, красная, созревшая. Смотрите, какие можно делать прикольные шляпы из листьев пальм. И вот такие вот классные можно делать вазочки. Вот нормальная такая шляпа. Как вам? Модно? Из говна и палок, в прямом смысле слова. Я в итоге дошел до конца и, к сожалению, водопад не работает. Нет в нем воды. Только вот эта лужа осталась и все. Но я представляю, как здесь красиво, если еще там можно купаться. Зато здесь снимался сериал Lost. Как бы на минуточку. Будете на Гавайях, на пляже, обязательно сходите на этот хайк. Даже цена $25 уже не кажется такой высокой. Если будет водопад, вы это точно окупится. Так, а мы вернулись с пляжа. Еще после хайкинга покупались. Я все был в надежде увидеть черепаху, которую видели ребята, но, к сожалению, ее не видел. Но зато на берег выплыл морской котик. Ну а мы идем в Fish Market Paya. Есть вкусную свежую тихоокеанскую рыбу. И глядя на отзывы в Гугле, рыба выглядела супер пережаренной. Надеюсь, что в жизни это все выглядит не так. В меню есть опция, которая называется Charbroiled. Почему ее все американцы заказывают? В чем фишка? Потому что многим нравится. Прям сгоревшая. Нет, это просто такой способ грилить. Мне, европейцу, непонятен такой способ жарения рыбы. Мне кажется, должна быть типа сверху такая красивая, золотистая, а не прям сжёная, сгоревшая к чертям собачьим. Тунец испепеленный. Средней прожарки. Спасибо, дорогая. Я понимаю, почему все заказывают жжёное мясо. Испепеленное прям топ. Она еще такой средней прожарки. Она внутри такая сыроватая. Мы приехали сегодня в ботанический сад, чтобы посмотреть всю красоту флоры Гавайев. В данный момент находимся в ботаническом парке. Чем уникальна среда вообще обитания здесь флоры и фауны? Гавайи являются изолированной территорией. Очень много эндемических видов растений и животных. Второй факт интересный. На этом острове, вообще на островах гавайских, нет змей. От слова совсем. За провоз змеи, насколько я знаю, штраф. Большой штраф. А также за вывоз различных семян, растений, корней, животных, ракушек и прочей истории. Очень много собрано эндемиков. Редких видов растений, животных, птиц. Кроме как на Гавайях, нигде не встречаются. Особенно прибрежные воды, зона, морские животные. Это просто бомба, хороший снорклинг можно сделать. Да. Ну вон, посмотри на горы. Эти горы играют, кстати, очень важную роль в жизни всего острова, потому что именно они образуют климат. Они задерживают облака, и все осадки выпадают исключительно из-за того, что тут есть вот эти вот горы. А еще прикольный факт, что на одном из плато на этих горах снимали все части парка юрского периода. В ботаническом саду, конечно, чуточку жарковать, и чувствуется здесь влажность такая прям повышенная. И уже реально ощущается как тропики, то есть не такой же прохладный, суховатый воздух, как на берегу Тихого океана. И если подняться вон туда, в горы, это будет, конечно, невероятно. С учетом того, что здесь абсолютно нет змей, это можно делать практически безопасно. У нас даже есть мысли попробовать какой-нибудь хайк. Ну, конечно, не супер в горы вертикально, но Саша подобрал прикольный хайк, и мы завтра на него пойдем. Прогулочка по ботаническому саду оказалась не такая большая, и это, кстати, удовольствие стоило $0. Он очень красивый, рекомендую съездить, потому что этого ничего не стоит. Красивых видов насмотритесь достаточно. Вот эти вот горы, конечно, они потрясающие. Когда подъезжаешь, прям видно, как с них стекает туман. Это невероятно красиво. Тойота, Хитачи, Да, ты понял, про что я говорю? сашими, йокинава, титияки. Так, мы сегодня приехали на день открытых дверей на японское кладбище. Откуда здесь японцы? Ну, так они недалеко, по Тихому океану, это в Японии. Кладбище с 1800 года здесь, и здесь в основном похоронены рабы, которые сюда ссылали для выращивания сахарного тростника. Но храм очень красивый, сюда стоит заехать ради этого храма только японского. Ну ладно, красиво. С видом на эти шикарные горы. Надо загадать желание, сказали. Я сейчас загадаю. Хочу
Так, в японском храме нельзя ходить в обуви, надо снять. Почему в храмы ходят босиком? Непонятная история, конечно, для меня. Есть красивый Будда. После японского храма особенно интересно зайти в 7-Eleven. Он совсем не такой, как в Лос-Анджелесе. Здесь чувствуется, как Япония живет внутри Гавайев. Интересно, что же тут продают такого? Продают спам, чисто гавайская история. Рис и сверху колбаса спам. А, вот и готовая еда, про которую все говорили. Слушай, она прикольная, кстати. Смотри, здесь какие-то... Нет, здесь есть гёдза какие-то интересные. Тофу. Ну, not bad. Можно есть. Есть даже суп фо. А можно еще взять Slurpee. Это такой колотый лед. Американцы очень его обожают. Разных вкусов. Кока-кола, стробери, фанта. Это типа чипсы с нори? Да, они прикольные. А вот это было в моем детстве 90-х такая штука. Я тоже надеюсь, что он такого же вкуса. А здесь уже выбор поинтереснее. Вот только недавно я читал новости, что Булдак выпустил свои чипсы. И вот уже в 7-Eleven их можно попробовать. Короче, я не знаю, что это, но вот эта хуйня выглядит очень интересно. Это похоже реально, да. И запеченный, да? Нет, это похоже на говно. Запеченное один. У тебя какие-то странные представления. Здравствуйте, мои подписчики. Гавайи очень интересные места, которые мы посетили. Значит, мы сейчас идем по очень красивому месту. Это по-английски можно сказать Scenic Point. И сейчас я наведу камеру, где вы увидите просторы Большого океана. И мы посмотрим с вами вдаль. Готовы? Давай, зацени. Боже, как красиво. Я не верю в Бога, но просто лук. Это же просто... Какой красивый Тихий океан. Эта гора похожа на кита. Там волны. Ну, пойдем в волнах покупаемся, мне кажется, прикольно. Так как в нашей компании есть Оля, которая накупалась как-то в волнах, и ее шарахнуло ключица одно, поэтому пришлось выбрать пляж, где меньше волн, как ей кажется. Ну, по мне, здесь волны ровно такие же, как и на предыдущем пляже. Любите купаться в волнах? Я вообще обожаю. Ну, пляжи, как из рекламы, конечно. Белый песок, баунти, пальмы. Хотели бы жить на Гавайях? Пишите в комментариях. Вот я так и не смог ответить на вопрос. Как бы и да, и как бы кажется, что здесь адски скучно будет, если здесь прям жить. Кроме пляжа и серфа, собственно говоря, для ничего нет. Здесь легко забыть об опасности. Теплая прозрачная вода, волны, серф, прыжки, ныряние – все выглядит дружелюбно и красиво. Но важно помнить, это все еще Тихий океан, самый большой и непредсказуемый на планете. Ваня отошел поснимать пейзажи с утеса, потерял бдительность и его смыло волной. Сейчас ты будешь орать. Слава богу, все обошлось и травма была незначительная. Есть антибиотики, ты брал с собой? Да нет, у него есть. Нам повезло с ним. Я бы вот так. Вчера он нормально битый. Друзья, мы приехали в кратер вулкана и идем подниматься наверх, чтобы посмотреть закат на весь Гонолулу. Называется это место Diamond Head. В 19 веке британские моряки приняли блестящие кристаллы на склонах за драгоценные камни. Позже выяснилось, что это всего лишь кальцит, но название осталось. А вот что здесь действительно есть, так это одно из самых фотографируемых мест Гонолулу. Как и все хайкинги в Америке, они начинаются всегда с Visitor Center, где вы можете ознакомиться с этим местом, посмотреть фотографии, почитать историю. Или проще спросить в GPT-чата, и вы все будете знать буквально за 1 минуту своего кармана. А если у вас еще такие умнички и рыбан, как у меня, то еще вам в уши GPT-чат расскажет все самые интересные факты про это место. Дорога наверх занимает 2,5 километра туда и обратно. В этом кратере очень много вот таких вот бункеров. Чтобы вы понимали, эта штука уходит глубоко под землю всего этого кратера. Тут все в туннелях. Это на случай обороны Гавайи. И я так думаю, что если случится ядерный апокалипсис, то вот в этом бункере, внутри взорвавшегося вулкана в кратере, будет очень круто спастись. Вы можете здесь просто сделать свое новое сообщество и доступ в этот кратер только через один-единственный туннель, выходящий отсюда. Вон инвалидка наша идет впереди. Фиг догонишь человека. Так и не скажешь, Иван, что у вас нога болит.
финале нас ждет 99 ступеней, и мы окажемся на самом фотографируемом месте. Ого, здесь еще есть туннель. Сколько 2 метра роста? Ну, так будет идти, согнувшись. Его проблемы. Просто идем через кратер вулкана. Мало кто знает, что весь кратер — это бывшая военная база, изрезанная тоннелями, бункерами и наблюдательными пунктами внутри потухшего вулкана. Так, винтовая лестница наверх закрыта, к сожалению. Но открыта зато вниз. Мы забрались на самый верх. И здесь открывается очень красивый вид на Гонолулу. И на лазурные пляжи, откуда начинались такие направления, как серфинг, хиппи. Большинство туристов поднимается сюда, но игнорируют саму вот эту вот зону кратера, где, собственно говоря, тоже много чего интересного. Растения в этом кратере не специфичные для Гавайев, потому что их привозили военные, и это не основная флора Гавайев. Высаживали для того, чтобы укрепить склон, сделать его более живым. Мы так долго спускались сверху, что мы опоздали, нас выгнали, нам надо пешком обратно через туннель, через гору. Самая популярная, наверное, уличная еда на Гавайях — это ананас. Местные фабрики по производству ананасов, и не только, называется Долли. Вы 100% знаете эту фирму. И он, кстати, отличается по вкусу ананасов, которые мы привыкли есть на Большой Земле. Вообще другой вкус. Good morning. Новый день, новый пляж. Так, здесь табличка про черепаху, это уже хороший знак, значит, здесь могут быть черепахи. Нельзя к ним приближаться ближе, чем на 3 метра, нельзя их трогать, нельзя их кормить. Так, а еще опасны морские львы. Как называется пляж? Secret? Cool, здесь есть деревья, под которыми можно скрыться от солнца. Если вы с детьми, тоже подходит, потому что здесь закрытая зона для того, чтобы плавать. И те, кто боятся акул, как у нас боится акул Наташа, поэтому здесь она сможет плавать, купаться. Оля боится волн, волн здесь нет. Идеальное место для всех. Лучший пляж в жизни. С 3 черепашками, одна из которых меня укусила. Вот если хотите приманить черепах, вот покупайте эти тапки, проверенный способ. Они их привлекают. Пока миссия всех пляжей это был самый чиловый. Дерево на этом пляже просто делает всю атмосферу, и черепахи, конечно. В общем, пляж для всех. Я бы назвал его инклюзивным пляжем. Для тех, кто боится плавать, для тех, кто боится акул, для тех, кто хочет с детьми, для тех, кто хочет посмотреть рыбы, для тех, кто хочет посмотреть черепах, и для тех, кто боится глубины. Пляж назывался Paradise Beach. Он, кстати, оправдывает свое название. Абсолютно чиловый. А мы двигаем на следующий пляж. Называется он Military, потому что он находится прямо рядом с военной базой. Вон опять Дельфины. Мы дельфинов видели, прикидываешь? Так, ну мы приехали на абсолютно, мне кажется, дикий пляж. Предыдущий, если честно, мне нравился гораздо больше. Это какой-то, Но из плюсов здесь открытый океан, пока нету волн. Хороший беленький песочек, горы и местные. И вот там еще плавают ребята, возможно, там классный снорклинг, но это не точно, надо пойти протестировать. Чисто такая дичка, знаете, максимальная. Здесь мы, скорее всего, будем до заката. Пришел Денис и говорит, что вода просто девственный оргазм. Пляж — это реальный рай. На той стороне все просвечивается, красивые волны, вода. И довольно-таки неплохо. Вернулся бы? Я думаю, что да. А никого не смущает, что мы на кладбище? Ну тут крест какой-то, я не знаю. Пойдемте посмотрим, что это. Beloved husband, father and papa. Ну красиво, красиво ты, конечно. Развей, не знаю, похоронен или что. Да, там реально капсулы с пеплом похоронены. Но там, когда будешь плавать, там целый рай. Кто сплавал в эту воду, ребята, это самый лучший пляж. Серьезно, я ему ставлю 10 из 10. Во-первых, здесь очень красиво.
белый песок, но самое красивое в воде. И очень круто смотреть вот на это из воды. Там есть такие разломы, и между ними плавают рыбки. И сейчас я еще опустился впервые в своей жизни 15 метров глубины фридайвинга. Это было просто невероятно. Короче, я вам сейчас поснимаю, как это будет из воды. Блин, очень круто. Файный день. Сегодня мы с вами отправляемся в одно из самых живописных мест на Оаху, к водопаду Моана Фоллс. Эта долина известна своей зеленью и туманами. Здесь почти всегда идет легкий дождь, даже если в Гонолулу светит солнце. Тропа короткая, всего около 1,5 километров, но она ведет через настоящий тропический лес, где растут бамбук, гигантские папоротники, лианы, цветы, имбиря. То, что мы обычно привыкли видеть в горшках на подоконниках, растет здесь, в дикой природе. От этого гораздо приятнее, потому что знаешь, что это не кто-то для тебя посадил, оно такое есть на самом деле. Охренеть, у меня такой цветок реально в горшке был. Да-да, именно здесь снимали сцены для Jurassic Park и сериала Lost. Все-таки эффект вау есть от Гавайев. Пусть где-то до этого я говорю, что я его не испытал. Я его испытал. Вчера на пляже испытал, на пляже со скалой испытал. И вот такой вот дикий лес. Возникает такое чувство, что там сейчас кусты начнут шевелиться. И выйдет какой-нибудь T-Rex. Блин, все такое громадное, большое, красивое. Как будто я откатился во времени и нахожусь на планете, которая еще была с динозаврами. И это считается самой зеленой тропой острова Оаху. Обязательно съездите, прям рекомендацион. Въезд стоит всего лишь $7 с машины за этот хайк. Еще этот хайк называют парком птиц. У меня флешбеки к романтизированным воспоминаниям о дальневосточных лесах Владивостока, Хабаровска. Конечно же, скорее всего, это все пахнет по-другому. В конечном счете, да, те же элементы, но другие растения, другая влажность. Здесь невозможно не удивляться от перемены. Локация от того, какие разные растения. Бамбуки, цветущие растения, лианы, виды на горы зеленые, не зеленые. Я бы здесь хотел залипнуть на весь день, не просто на хайк. У нас сегодня последний день, нужно еще успеть на пляж. А так, конечно, как по мне, это на целый день. Идти медленно, смотреть каждый листик, каждую веточку, потому что все здесь красиво. Так, здесь есть еще один трейл. Можно еще выше подняться. Примерно вот куда-то вот туда. Вау, и в финале все заканчивает водопадом с высотой 46 метров. Но выглядело бы, наверное, эффектно. Здесь был бы хороший прям такой на поток воды. Моана Фоллс не просто хайк, а реальная возможность за 20 минут от города оказаться в безумно красивом, тихом месте, где можно наслаждаться пением птиц и красивыми растениями, которые можно встретить только в джунглях. Ну и плюс это, конечно же, хорошее место силы для того, чтобы отвлечься от всей суеты, от своих повседневных мыслей, посидеть, помедитировать и послушать. Добро пожаловать на Гавайи!